День солидарности с политзаключенными Беларуси, стабилизация фронта в Харьковской области и заявление российского митрополита, который советует убивать, если не можешь терпеть. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Совете нацбезопасности Украины заявляют, что война между РФ и Украиной закончится переговорами, но есть условия. Но мы нуждаемся не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия. Бои в Волчанске, линия фронта, река Волчья. Как далеко смогла продвинуться путинская армия? Мы должны совершенно четко артикулировать следующее. Несмотря на то, что противник занял серую зону в нашем приграничье на севере Харьковской области, до первой линии оборонительных сооружений он так еще и не добрался. В Москве говорят об убийствах и смерти. Медведев назвал Зеленского военной целью, а у главы РПЦ дают советы, что делать с нелюбимыми. «Что мне делать?» – спросила она меня. И сказал: убейте его. Доброе утро, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Спасибо» под нашим роликом. Начинаем. ВСУ смогли стабилизировать линию фронта на севере Харьковской области, однако бои там не закончились. Наоборот, сейчас идет битва за город Волчанск. Об этом говорят в Харьковской областной военной администрации. Там, кроме того, заявили, что в Волчанске линия фронта фактически проходит по реке Волчья. Если посмотреть на карты, то эта река практически делит город пополам. Тем временем оккупанты сообщают, что они пытаются продвигаться в районе населенного пункта Зеленая и Бугроватка. Это тоже север Харьковской области. Кстати, мы должны совершенно четко артикулировать следующее. Несмотря на то, что противник занял серую зону в нашем приграничье на севере Харьковской области, до первой линии оборонительных сооружений он так еще и не добрался. Продвижение российских солдат составляет на разных участках 3, 6, до 8 километров. А я напомню еще раз. 8-10 километров. Именно на таком расстоянии от линии государственной границы находится первая линия инженерных фортификаций. Путин продолжает чистки в Минобороны РФ. На этот раз своей должности лишился зам Шойгу Юрий Садовенко. В Москве считали Садовенко верным псом Шойгу, который проработал вместе с ним плечо к плечу порядка 30 лет в разных ведомствах. С 2013 года Садовенко служил Шойгу в Министерстве обороны и был главой аппарата. Указ Путина действует со дня его подписания, то есть с 20 мая Садовенко покинул свой пост. Какова его дальнейшая судьба, пока не ясно. Кстати, этому персонажу моментально нашли замену. На должность назначили аудитора счетной палаты Олега Савельева. Напомню, Путин выгнал Шойгу с должности министра обороны 12 мая. Кроме того, за последний месяц в РФ арестовали уже 2 людей из ведомства, которым управлял Шойгу. За решеткой сейчас находится любитель роскошной жизни, бывший зам Шойгу Тимур Иванов и начальник управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. В Украине вновь заявили, что не исключает возможность начала переговоров с Россией. На этот раз об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Литвиненко. Он сказал, что ситуация на линии фронта тяжелая, но не катастрофическая. Также говорит, что россияне используют апробированную в Сирии стратегию провоцирования иммиграционного кризиса. И кроме того, Литвиненко считает, если Украина получит приглашение в НАТО на июльском саммите, то это немного остудит горячие головы в России. Украина четко осознает, что война закончится переговорами, и поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста, и убежден, она будет поддержана участниками саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года. Это настоящий дипломатический трек, который имеет все шансы способствовать достижению справедливого мира. Но мы нуждаемся не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие Украины. И это вопрос гарантий безопасности. В Индии заявили, что будут участвовать в саммите мира, который пройдет уже в середине июня в Швейцарии. Кто именно будет представлять Индию, пока не ясно. Премьер-министр Нарендра Моди лишь заявил, что все зависит от определенных условий и обстоятельств.
Уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств. Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития. В то же время президент Болгарии, страны-члена НАТО, решил высказаться о будущем Украины и России и заявил, что неприемлемо представлять продолжение этой войны. Кроме того, намекнул, что в Фица полетели пули из-за некой позиции о мире. Крайне опасно, что страсти между Россией и Украиной разгораются в Европе, а голоса за мир встречаются выстрелами. Я давно предупреждал, что эта война будет нарастать, но неприемлемо насаждать в европейских обществах нетерпимость к чужим голосам и ненависть. Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственно возможный исход. Тем временем в Москве слов о будущем мире не звучит. Медведев дал большое интервью пропагандистам и заявил, что Зеленский – военная цель Москвы. Кроме того, винодел Медведев мечтает о том, что Украина должна подписать акт о капитуляции, что в свою очередь хочет подписать сам путинский блогер, некогда побывавший на позиции президента, он не уточняет. Вслед за Путиным главный прокурор Международного уголовного суда требует выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галланта и еще 3 лидеров Хамас, которые, по словам прокурора, планировали и спровоцировали нападение на Израиль 7 октября прошлого года. Карим Хан при этом считает, что представители Израиля несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества в секторе Газа, начиная с 8 октября. Фактически с того периода, когда Израиль стал отвечать террористам Хамас ракетными ударами. Независимые судьи Международного уголовного суда являются единственными арбитрами в решении вопроса о том, соблюдены ли необходимые стандарты для выдачи ордеров на арест. Если они удовлетворят мои ходатайства и выдадут запрошенные ордера, я буду тесно сотрудничать с секретарем во всех усилиях по задержанию указанных лиц. Я рассчитываю на то, что все государства-участники Римского статута отнесутся к этим заявлениям и последующему судебному решению с той же серьезностью, которую они проявляли в других ситуациях, выполняя свои обязательства по статуту. 21 мая – День солидарности с белорусскими политзаключенными. По данным правозащитного центра «Весна», лишь за последние 3 года в Беларуси за решеткой умерли как минимум 5 заключенных. Олесь Пушкин, Николай Климович, Вадим Храсько, Игорь Ледник и Александр Кулинич. Все они не получили своевременную и качественную медпомощь, несмотря на то, что в ней очень нуждались. В центре «Весна» сообщают, что по состоянию на 6 мая 2024 года правозащитникам известно о не менее 254 политзаключенных, которые находятся в особом риске. Это была цитата. В текущем году тема Дня политзаключенных Беларуси – право на здоровье и медицинскую помощь в заключении. «Весна» призывает 21 мая выразить солидарность со всеми политзаключенными, привлечь внимание белорусского и международного общества к проблемам неоказания надлежащей медицинской помощи в местах неволи и в очередной раз потребовать от режима освобождения всех политзаключенных. Треть поляков считает правильным укрепление границы с Белоруссией и РФ. Об этом свидетельствуют данные польского исследовательского агентства. Жителям Польши задали вопрос: как вы считаете, должна ли Польша строить укрепления, заграждения, бункеры или траншеи на границе с Россией и Белоруссией? Более 64% ответили «да». Лишь 16,5% ответили «нет», и чуть более 19% не определились с ответом. Интересно, что за укрепление границы больше выступают мужчины. И поддержка строительства фортификационных укреплений на границе с Белоруссией и Калининградской областью наблюдается в возрастной категории 50+. Напомню, что в Варшаве заявили, что вся Европа должна уделить внимание укреплению польской границы. Польский премьер Дональд Туск заявил, что на модернизацию границы выделяют 10 миллиардов злотых. Это 2,5 миллиарда долларов. Мы должны понимать, что Польша рассматривает в настоящий момент Беларусь в лице режима Лукашенко как одного из ключевых союзников Российской Федерации, которая осуществляет реальную войну в отношении Украины. И принятие подобного плана, озвучивание подобного плана – это результат именно
той агрессии, которую начала Россия при поддержке режима Лукашенко в отношении Украины. Это следствие всех этих действий. И это нам нужно понимать, кто приводит к подобным решениям. Подчиненные патриарха Кирилла, то есть Гундяева, раздают советы женщинам, как убивать мужей, если те надоели. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совсем оторвался от земли и в эфире российского телевидения рассказал, как советовал женщине убить возлюбленного, который ей поднадоел за время супружеской жизни. И коли она не может его терпеть, то должна лишить жизни. Больше вариантов Меркурий не предложил. Свое наставление он объяснил тем, что работает лучше любого психолога, намекая, что за советами народ должен идти не к специалистам, а в церковь. Шаркает ногами, когда ходит по комнате. Он раздражает ее тем, что оставляет где-то вещи, там еще что. «Что мне делать?» — спросила она меня. И сказал: «Убейте его». «Что сказали?» Я сказал ей: «Убейте его». Так. А говорит: «Как?» Ну, очень просто. Тихо, спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну, никто же на вас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо изогнется. Шок. А даже триггер. Она говорит: «Я не могу этого сделать». Я говорю: «Не можешь, тогда терпи». En la ola camión. Competición y un ratito de descanso. Súper activo. Para la última mano, después de todo esto sabremos, denunciaremos a su manera, pero eso sí, que sepan que todos. Vale, pues. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы сейчас видите на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите и можете присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.